Наука — это очень сложная и не менее интересная тема. Одни ученые корпят над лечением рака, вторые борются со старением. Но что будет, если ученые создадут или изучат возможность телепортации? Какие возможности откроются перед нами? Как это будет выглядеть и каким будет человечество к тому моменту? В реальной жизни ученые пока не пришли к телепортам и перемещению в пространстве. Но разработчики игр уже давно фантазируют об этом. Приветствую, меня зовут Зиан Ю, а это канал Azure Play, и сегодня я расскажу вам, что такое Portal. Серия игр Portal оставила довольно большой след в игровой индустрии, потому что помимо того, что она показала, на что способен движок Source, но и также является еще одним доказательством того, что в Valve работают талантливые люди, которые могут создавать удивительные игры. Но с чего началась история Portal? Кто или что стоит за этим всем? Может, это все гораздо проще. Никакой мистики, дорогие мои. История Portal берет свое начало в далеком 2005 году. Есть такой частный колледж в городе Редмонд, штата Вашингтон, США. Называется DigiPen. Так вот, в этом колледже учились 8 студентов, которые в этом самом 2005 году выкатили игру Narbacular Drop. Кеннет Барнетт, Эдик Браун, Пол Грэхэм, Дэвид Керчер, Скотт Клинтвард, Сэм Лавджой, Гаррет Рики и Кимберли Свифт. Игра представляла из себя похождение в живом подземелье. Да, в живом подземелье, которого зовут Волли. Так вот, игрок в роли принцессы No Knees, которая не умеет прыгать, должна создавать порталы, чтобы сбежать и не попасть в лапы демона, что захотел взять нашу принцессу в жены. Да, смысла здесь фактически нет, однако главной фишкой игры был не сюжет, а система порталов и работа с ними. Эту технодемку ребята понесли на презентацию в офис Valve. Среди слушателей был даже сам Гейб Ньюэлл, глава Valve. По словам Дага Ломбарди, бывшего до 2022 года маркетингового директора Valve, Гейб был настолько растроган идеей ребят, что аж не стал слушать презентацию до конца и, обняв их, заявил, что те должны немедленно присоединиться к Valve. Интересная история, не так ли? Но к чему это привело? Что же это за игра такая, Portal? Теперь, как мне кажется, уже можно браться за саму игру. Пора узнать, что в итоге получилось у тех студентов Valve. Начинаем игру и появляемся в какой-то камере внутри другой. Эй, я вроде как не подписывалась на интерактивный зоопарк с моим участием в качестве зверушки. Благо тут хоть туалет есть. Пока я тут осматриваюсь, со мной начинает разговаривать какой-то компьютерный женский голос. Объясняет мне за то, что я была выбрана испытуемой и что нет гарантии увечий и травм. Что? Эй, не надо, пожалуйста, выпустите меня отсюда, прошу! О, можно выйти, ура. А я выгляжу интересно. Оранжевый комбинезон и какие-то штуки на ногах. Ну ладно, если отвлечься от всего этого, то пора вас познакомить с главной героиней и с компьютерным голосом. Главной героиней Portal является Чел. А на ногах у нее занимательные устройства под названием усовершенствованные заменители коленных суставов, которые позволяют падать с любой высоты вообще без урона. А голос, что будет нас сопровождать, принадлежит Гладос, роботу, который здесь всем заправляет. Но пора вернуться к тестам, и самый же первый, нулевой тест, состоит просто в том, что нужно положить на сверхпрочную кнопку сверхтяжелый куб и пройти к лифту. На выходе из всех комнат испытаний игроков будет поджидать поле антиэкспроприации, которое уничтожает все лишние объекты, которые игроки попытаются вынести за пределы тестовой камеры.
А далее идет обучение тому, что порталы нужны для того, чтобы попасть туда, куда простым способом не попасть никому. Просто нужно взять куб из одной комнаты, поставить на кнопку в другой и выйти из камеры в третьей. Тесты пока выглядят крайне простыми и даже тупыми. Но так только для тех, кто уже умеет играть. Ведь и геймплейно, и логически все сбалансировано. Игрок, как и чел, впервые сталкивается со всем этим, и с каждой новой камерой идет усложнение, благодаря которому сохраняется баланс сложности и навыков игрока. Правда, впервые ли чел сталкивается с этим? Просто если вы не знали, то... А знаете, пока что я не буду говорить вам об этом. Пусть это останется тайной на какое-то время. Вернемся лучше к тесту. Во второй тестовой камере игроку уже дают то устройство, с которым пройдет вся игра. Портальная пушка, или, как его называет Гладос, переносное устройство создания порталов. С его помощью, как вы уже догадались, можно создавать эти самые порталы. Правда, наше устройство пока ограничено только одним порталом синего цвета, но даже это уже добавляет некоторого разнообразия в игровой процесс. Третья камера, кстати, ничего фактически не дает изучить, а просто показывает, что там, где есть пропасти, и просто так вперед не пройти, можно воспользоваться порталами. Описывать все эти тестовые камеры в видео, думаю, бессмысленно, ведь это займет лишнее время ролика, да и тем более, что все это расписано в моем текстовом журнале. Его вы можете найти в описании под данным роликом, как и другие важные ссылки. Однако и совсем уж тестовые камеры из повествования выбрасывать я не буду, просто расскажу о том, что нового интересного было в этих испытаниях. Пятый тест начал потихоньку усложнять тесты тем, что недостаточно активировать лишь одну кнопку, а две и больше. Шестой же тест... Так, подожди, это же... В этот момент не только меня, но и всех игроков в Half-Life 2 погрузило в мир флешбеков, ибо эти энергетические шары есть что там, что тут. Кстати, у Portal и Half-Life общего больше, чем просто движок и энергошар. Действие этих двух серий происходит в одной вселенной. Portal по временной линии этой вселенной происходит во время... Об этом я тоже скажу как-нибудь потом. А компания Aperture Science из Portal и Black Mesa из Half-Life так вообще являются конкурентами. А тесты продолжают потихоньку усложняться. В седьмой камере появляются левитирующие платформы, а в восьмой нам представили токсичную воду, которая убивает игрока. Девятая камера учит игрока пользоваться кинетической энергией, пролетая на более далекие расстояния и даже набирая скорость по физике. Движок Source известен своей физикой, особенно на тот момент, и такие вот фишки добавляли плюсов игре. И вот я в 11-й камере. В этой камере уже гораздо сложнее, чем в предыдущих. Однако здесь я наконец улучшаю свою портальную пушку до полноценной. А значит, я теперь могу ставить порталы где угодно. Ну, где угодно на белых поверхностях. Последующие испытания проходят вполне себе обычно, но все-таки на последнем пути 15-й камеры я, для быстрого перемещения, пользуюсь одним багом, который, кстати, изначально таковым и не являлся. В Narbacular Drop можно ставить порталы из других порталов, что давало возможность очень быстро, практически не сходя с места, добраться до конца уровня. В Portal так делать нельзя, но, находясь между двумя порталами, можно ставить их в других местах, также путешествуя, не сходя с места. Правда, здесь есть своеобразный защитный механизм, так как в случае чего портал может выкинуть игрока и придется все делать заново. Таким боком я дохожу до 16-й тестовой камеры, но... ее нет. Ну, точнее, она есть, но Глада сказала, что сейчас это испытание находится на проверке, и посему ее заменили на испытание для дроидов, где появляются боевые турели. Благо обзор у них не 360 градусов, да и отключить их очень просто, нужно их всего лишь опрокинуть. И все вроде бы как обычно, но примерно на середине испытания я замечаю, что одна из панелей стены приоткрыта, а там нечто странное. И тут пора поведать вам о том, что вы, скорее всего, не замечали на протяжении всего видео, так как на этом не было акцента. Во всех тестовых камерах есть наблюдательные пункты, где работники Aperture Science, по идее,
должны были наблюдать за тем, как испытуемые ведут себя и что делают. Однако во всех камерах никого там не видно, никого там нет. Это странно. Не менее странным является то, куда мы попали. Повторяющиеся слова о том, что торт это ложь. А сам торт нам обещали, кстати, в конце испытания за хорошую работу. Еще тут есть непонятные рисунки, а среди всего мусора здесь лежат бутыль с водой, консервы, пакет молока и почти полностью разобранный компьютер. Почему это здесь? Кто-то из испытуемых давно пробрался сюда и начал вандалить. Вандалы среди работников. Или кто-то решил предупредить нас об опасности. В любом случае, поначалу это может казаться просто чем-то приколом или даже смодулированной ситуацией для проверки того, как мы себя поведем в этом случае. Черт его знает. Зато по окончанию этой камеры нам напоминают, что ад для дроидов существует, и туда можно попасть за неповиновение. Хорошо, что мы не дроиды. В 17-й камере мне выдают необычный куб с сердечками. Это куб-компаньон. Он задуман как компаньон для нас, логично. Друг с другом мы должны пройти все испытание, и... Знаете, он такой хороший, что я даже начинаю испытывать к нему что-то. Между нами есть какая-то связь, только какая? За время этого испытания я нашла еще одну разрисованную комнату. И пора бы уже на самом деле рассказать, что происходит и кто это сделал. Знакомьтесь, это Даг Ратман, один из ученых Aperture Science. Этот персонаж появляется в официальных комиксах по вселенной Portal. Он страдает шизофренией, да и ученый уже явно бывший. После кое-какого случая он находит список испытуемых, а в нем обнаруживается чел, которая, как оказывается, не была допущена до тестов. Ведь она слишком упряма и никогда не сдается. Ратман же вносит ее в список испытуемых на первое место. Поэтому мы и имеем возможность играть за чел. Почему все так происходит? На этот вопрос ни я, ни чел ответа не знаем. Но теперь любопытство и некоторый страх накатывает. Было бы неплохо узнать, что же здесь происходит на самом деле. За время этого испытания я сильно привязалась к этому кубу и... Что? Уничтожить его? Зачем? Боже, кажется, я не пройду дальше, если не уничтожу куб. Прости, дружище, я любила тебя. Хотя, чего это я? Любви не существует. И, кстати, сколько бы мы здесь ни торчали, нам в любом случае скажут, что мы думали над уничтожением куба меньше всех предыдущих игроков. Пока больше игра не дает информации, посему мне остается только проходить дальше, и в конце последней камеры левитирующая платформа едет в огонь. Благо мне удалось избежать смерти, на чем Гладос словно начинает нервничать и говорит, что это все было шуткой, пранк, ахаха. Также она заявила, что уже скоро начнется вечеринка и все такое, просто надо лечь на живот, отложить портальное устройство и ждать, когда за нами придет распределитель, чтобы отвезти на праздник. Но доверия к Гладос уже нет. Я выбралась в технические помещения, которые контрастируют не только с камерами испытаний, но даже с наблюдательными пунктами для ученых. Кстати, о них. Я попала в один такой офис и решила глянуть, чем они там занимаются. На экранах было просто месиво из символов, а компьютеры сильно были похожи на какое-то подобие Xbox. В любом случае, я продолжила побег. Попала на одну из тестовых камер, и так как лифт не приехал, то я легко спустилась в другие технические помещения. Везде зачем-то работает огромная куча прессов, которая ничего по идее не делает. Непонятно. Меня даже попытались запугать ловушкой с 3 турелями, но не удалось. Я оказалась обратно в офисах и... Что это за кнопка? А что это за модуль? Ух ты ж, это же ракетная турель! Надо избегать контактов с ней. Благо, я пришла в какой-то отстойник? Или что это за здоровенная комната? Я не знаю. Но то, что здесь куча турелей, меня не очень-то впечатляет. Благо, хоть мне удалось без проблем обезвредить их всех. После я снова очутилась в офисах и заметила, что сервера у Aperture Science стоят на дискетах.
Занятное зрелище, но оно не так уж важно, ведь я оказалась в комнате с гигантским роботом. Это Гладос, знакомьтесь. Она сама не была рада тому, что я здесь оказалась, и хотела было показать какой-то сюрприз, но внезапно один из модулей, что висел на ней, откололся. Так как из всех устройств здесь оказалась только печь, я скинула модуль в печь, и Гладос сильно переменилась. Kidding me. Did you just set that Aperture Science thing, we don't know what it does, into an Aperture Science Emergency Intelligence Incinerator? That has got to be the dumbest thing that... Whoa. Good news. I figured out what that thing you just incinerated did. Она сказала, что это был ее модуль моральных принципов, и тут же начала откровенничать с нами, грозясь убить. Это, кстати, финальный босс-файт. Оставшиеся модули надо будет как-то сбить и также сжечь в печи, на что нам дается минут 6. А о чем же она откровенничает? Пора поведать вам о том, что происходило в этом комплексе. Когда Гладос создавали, Даг Ратман очень сильно переживал за то, что Гладос каждый раз при запуске грозилась убить всех. Поэтому ей и установили модуль моральных принципов, которые не сильно помогли. И Гладос начала распылять по комплексу нейротоксины, убив почти всех ученых. Даг Ратман, который к тому моменту убежал, смог включить нас в список испытуемых, потому что верил, что чел сможет одолеть Гладос. И это объясняет все. Именно поэтому в наблюдательных пунктах никого не было. Поэтому одну из камер нам заменили полосой препятствий для дроидов, где были турели. И именно поэтому в последней камере платформы ездили к огню. Гладос — это жуткая машина, вышедшая из-под контроля. Машина? Искусственный интеллект? Вряд ли, конечно, так можно говорить, ведь она... А знаете что? Об этом я расскажу в разборе Portal 2. Сейчас на вас и так вылилось много информации, и забивать голову дальше не к чему. Пока я тут распиналась, чел уже победила Гладос. Все начало взрываться, а чел аж полетела наверх, за Гладос. И я на улице. Я просто лежу на парковке Aperture Science, а на фоне виднеется обрезанное дерево, которое предполагалось для мониторов 4:3. Где этой проблемы не видно. Чел лежит, смотрит на Гладос, и тут кто-то тащит чел за ноги. Экран темнеет, а камера кинематографично пролетает по трубам и прилетает на большой склад, где виднеется куб-компаньон и стол, на котором стоит торт с единственной свечкой. Некоторые шары на полках загораются, а механическая рука тушит свечку. Титры. В этих титрах, кстати, играет очень клевая и душевная музыка. На этом первая часть похождений чел и заканчивается. Почти. У Portal и Half-Life, как оказывается, еще больше общего. Так что, если вам захочется, вы можете выдать себе все снаряжение Гордона Фримена, заспаунить NPC с Half-Life 2 и его эпизодов, и так играть в эту игру. А если это не для вас, но что-нибудь более интересное хочется, то вы можете поиграть в бонусные карты. Здесь есть 6 усложненных тестовых камер и 6 таких же, но обычных, просто со своими челленджами, типа пройти камеру за отведенное время или что-то такое. Теперь точно могу сказать, что игра закончилась. Пришло время для моего стандартного резюме по игре. Эта игра по факту техническая демонстрация новых функций движка Source, что не отменяет хорошего исполнения и не менее интересного сюжета, который не сильно подается словами, но и по дизайну кое-что понять можно. Графически для своего времени и даже сейчас это вполне себе достойная игра. Особо мне нечего сказать. Хотя кое-что есть. Перевод игры на русский язык, а точнее дубляж, выполнен на ужасном уровне. Вы только послушайте. Добро пожаловать в компьютеризированный экспериментальный центр при лаборатории исследования природы порталов. Hello, and again, welcome to the Aperture Science Computer-Aided Enrichment Center. Стилистически игра также похожа на Half-Life 2, что для игр в одной вселенной очень даже потрясающе и довольно-таки важно. Что до музыки, то это типичный Келли Бейли.
Когда у меня дойдут руки до разбора серии игр Half-Life, я вам поведаю об этом термине, придуманном мной только что. Советую ли я вам данную игру? Безусловно. Что бы сейчас ни говорили про Valve, и что бы сейчас они ни делали в плане донатной помойки, никто не может отрицать того, что умеют и могут делать эти люди. Эту игру, как и большинство игр Valve, я со всей ответственностью отношу в личный пантеон гениальных игр, которые показывают, как делать круто, интересно и что такое гениальность. А за сим все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео, а также заглядывайте в мою группу ВКонтакте, сервер Discord, Builded и канал в Telegram. Спасибо, что читаете и смотрите мой проект. Спасибо за финансовую поддержку через сервис Boosty. Еще услышимся с вами. Удачи, дорогие мои. Maybe you'll find someone else to help you. Maybe Black Mesa. That was a joke.